Привет! Это Сая, и в этом видео я хотела бы вам рассказать о фестивале, в котором мне удалось принять участие. Это был мой первый зарубежный фестиваль, и мне до сих пор не верится, что меня пригласили участвовать в фестивале, который проходил в другой стране. Это был фестиваль Dream Creation, что проводился в китайском городе Ланчжоу. Сам фестиваль очень похож на наши российские, наподобие Старкона и Игромира. На Dream Creation тоже была сцена, которая не являлась главным зрелищем фестиваля, а помимо нее было много интересных стендов и развлечений. На сцене выступали разные ребята, пели, танцевали, популярные косплееры давали интервью. Я тоже выступила на сцене и даже попробовала сказать небольшую речь на китайском, но у меня это не очень получилось. Китайский акцент кажется мне очень сложным, и мне не удалось хорошо его прочувствовать, так как я приезжала в Ланчжоу только на 3 дня. В следующий раз я постараюсь быть лучше. На сцене мне задали парочку вопросов, а после попросили станцевать. Мне было так стыдно, ведь я даже не знала, что мне придется танцевать, поэтому мне не удалось подготовить танец или отрепетировать, хотя я неоднократно спрашивала о том, нужно ли мне что-нибудь подготовить для сцены. Это было ужасно. 那是这样，我们一开始让萨亚自我介绍一下，好吧？大家有请萨亚来自我介绍一下，用汉语。你好，我叫小斯卡里，我是从俄罗斯来的，很高兴来到兰州，跟大家见面。我很高兴，因为大家会认识初音ミク、変なで歌手。我觉得中国在太好吃，希望他回来中国来看你们。我现在特别怀疑他是听不懂的，然后他自己现编。我听懂了，萨亚说不忘初心。好长啊！他说首先。萨亚。Так, спасибо большое, Исайя. Но это было единственным минусом за весь фестиваль. После моего выступления я пошла раздавать автографы, и это была моя первая автограф-сессия. Я была так удивлена, так много людей подходили ко мне с моими плакатами, просили расписаться и фотографировались со мной. Я не знала, что в Китае обо мне знают столько народу. Это было приятно и очень смущало одновременно.
Уже после раздачи автографов я смогла больше рассмотреть фестиваль. Было очень много стендов с хендмейдом. Люди сами делали украшения, игрушки и прочие интересные штуки и продавали их на своих стендах. Также было много аниме-стаффа с разными персонажами. Например, была еще одна очень интересная игра, где нужно было разбивать фигурки в виде яиц, внутри которых лежит записка, а на этой записке написан твой выигрыш. Там даже можно было выиграть фигурку. Помимо стендов с товарами были еще стенды, где можно было попробовать себя в китайской каллиграфии. И, конечно же, игры. Был даже отдельный бассейн с шариками. И один стенд был с VR-ритм-игрой, в которой я даже попробовала поиграть. А второй с Project Diva. Кто не знает, Project Diva — это серия игр с Хацуне Мику. И не так давно вышла новая часть — Future Tone на PS4. И именно эта игра была на стенде с Мику. У Мику в Китае есть целый фан-клуб, название которому Микунет. Стенд от этого фан-клуба был на фестивале. На их стенде можно было посмотреть концерты Мику, полюбоваться на фигурки, купить какой-нибудь мерч и поиграть в Project Diva. Почти все оставшееся время я провела на этом стенде. Ребята из Микунет взяли у меня небольшое интервью на видео, а после подарили мне целый пакет с ваколотными сувенирами, значками, открытками и прочим. Очень хотелось бы поделиться ими с вами, так что в скором времени я, наверное, решусь на какой-нибудь конкурс. И в тот день я впервые играла в Project Diva Future Tone. Это было так круто! Я не могла удержаться и пела вместе с Мику все песни, которые проходила в игре. И также не могла удержаться от слез, потому что в тот момент я снова осознала, сколько же фанатов у Мику по всему миру и как она связывает разных людей из разных стран. Если это те темы веселья и игр на фестивале, то там были и стенды с едой. И я неоднократно пробовала всякую голубую газировку. Еще то, что мне запомнилось, это странный чай с драконьим фруктом, апельсином, лаймом и помидором. Но несмотря на необычное содержание, он оказался вкусным. Так как я была гостем фестиваля, то за сценой было место для отдыха. И там даже бесплатно кормили. Но, увы, я ничего не поела, так как была слишком взбудоражена. И, по правде говоря, на этом фестивале были еще более крутые гости, помимо меня. Всякие очень популярные косплееры из других стран. В общем, это было действительно весело. Я получила свой первый опыт на зарубежном фестивале, и я впервые была в качестве гостя. Надеюсь, вам было тоже интересно посмотреть это видео. Спасибо за просмотр, и увидимся в следующий раз. Пока-пока!他刚跟他说，你说在舞这舞蹈一下。